Здравствуйте, дорогие любители вязания! Показываю вам свою обновку. Не могу показать его вот сейчас, в данный момент, целиком. Камера низко расположена, но на фотографиях все хорошо видно. Это будет мой самый любимый джемпер на сегодняшний день. Мастер-класса по его вязанию не будет. Будет подробное описание, подробный обзор на мой 52-й русский размер. Изначально планировался очередной топ со спущенным плечом по типу моего солнечного топа. Ссылку на мастер-класс, кому интересно, я оставлю под видео. Нет, я лучше расскажу по порядку все. После того, как я купила пряжу Криаджи Ланифичи Менфи, 50% хлопок, 50% шелк. Вот от нее бобинка. Я надеюсь, что четко видно. Я начала думать, что же связать. Обычно я сначала выбираю модель, а потом к ней пряжу. Но здесь получилось наоборот. Увидев это синее чудо, я не устояла и схватила сразу его. Я еще не знала, что я буду вязать, но я так захотела. Просто, я давно хотела что-нибудь с шелком такое на лето. Не знаю. И пряжа изумительная, с шелковым блеском. Сами видите, как она шикарно смотрится. Но для начинающих я бы ее не советовала. Она гладкая, она скользит. Если упустишь петлю, то ее сразу тяжело поймать. Если что-то накосячили и не сразу обнаружили, то проблемно распускать. У меня было, я вязала, и где-то примерно на таком расстоянии я увидела, что у меня косяк. Причем это было в узоре. Я же вязала ее сверху, его вернее. И где-то в узоре я увидела что-то не то. Мама дорогая, я понимаю, что я не распущу. Представьте, я вяжу так. Все это у меня на круговых спицах. И все это тут и рукава, и все. Я понимаю, что я не распущу, чтобы добраться до косяка. В смысле, просто снять спицы и распустить. И пришлось мне примерно такое расстояние по одной петельке снимать. И это было прям каторга. Только по одной петельке, иначе все пойдет на смарку. Если распускать, как обычно, мы полушерсть распускаем. Это придется тогда все сначала начинать. Я первый раз вяжу из этой пряжи, поэтому у меня были такие муки. И мне поначалу было тяжеловато, и даже проскользнула мысль разочарования. Думаю, боже мой, я буду вязать это до Нового года. Но ничего, потихоньку освоилась, и потихоньку дело пошло, и просто я влюбилась в эту пряжу, и вязать стало легче. Что, пряжа летняя, что вязать, думаю? Конечно, топ. Но когда я связала, я вязала реглан сверху, оставила рукава, собрала на нитку, начала вязать уже, продолжать вязать кофточку. И я вижу, что остается пряжи довольно много, но на какую-то вещь не хватит, даже на детскую. И уже остаток из него ничего не свяжешь. Я решила все-таки сделать рукавчик. Рукав 3/4. К тому же лето уже идет к концу, топы отходят постепенно на второй план. Хотя у нас еще стоит жара-прижара. И получился у меня такой внесезонный пуловер. И зимой он будет уместен в теплом помещении, и летом его можно одеть, так как это 100% натуральная пряжа. Здесь, кстати, я говорила, 50% хлопок, 50% шелк. Я сожгла ниточку, сгорела без остатков пепел, что говорит о натуральности состава. Здесь в 100 граммах 500 метров. Я вязала в 2 нити, у меня уже перемотано в 2 нити.
И круговые спицы номер 3. Так, нет, это одну нить я вам показываю. Ну вот, короче, 2 ниточки я вязала. Каждая ниточка еще из ниточек, из нескольких, что нужно вязать гладкими спицами, чтобы, не дай бог, и чтобы соединение было хорошее. Я даже не считала, сколько здесь ниток, 5, по-моему, в каждой. Вот. Так, что еще тут вам сказать? Ушло у меня 471 грамм вот на эту кофточку, на этот пуловер, на этот джемпер 52 размера. 52 русский размер. Так, ну вы здесь видите, в модели использовано 2 узора. Вот основной вот этот красивый узор, ну, как бы не основной, но такой центральный узор. Это ажурный узор из книги Хитоми Шида 260 узоров спицами под номером 27. Он там, в этой книге. Я назвала этот узор пленительные ананасы. У нас есть мастер-класс по вязанию этого узора. Ссылку смотрите под видео. Вот, и продолжила уже вот таким незатейливым ажурным узором. Как раз у меня все красиво так сошлось по раппорту, все получилось. Количество петель в раппортах очень-очень даже уместно получилось. И ссылка на схемы, все схемы я выложу, все ссылки смотрите под видео. Ну давайте я сейчас вам расскажу немножко, вот, может быть кому-то будет полезно, может быть кто-то захочет, может быть у кого-то такой же размер, как у меня. И вот я расскажу. Плотность вязания, спицы номер 3 и лицевая гладь 22 петли 10 сантиметров. И плотность вязания вот этих ананасов, тут бессмысленно измерять ее в сантиметрах. Мне нужно было в раппортах рассчитать, чтобы все красиво легло. И получается один раппорт в 8 сантиметров. Вот один раппорт узора. Это 8 сантиметров в ширину и 10 сантиметров в высоту. Вот такой. Так, я не буду подробно объяснять расчет ростка. Как сделать расчет изначально, можно посмотреть мое видео «Реглан сверху. Как вязать росток. Идеальная горловина». Ссылку на мастер-класс я тоже оставлю под видео. Я просто скажу уже сразу, что у меня получилось при всех в окончательном расчете. Я делала расчет от окружности горловины примерно 60 сантиметров. Мне не нужен был вырез под самое горло. И вот 60 умножаем на 2,2, это плотность лицевой глади, примерно 130 сантиметров. Вот уже окончательный расчет. Ой, 130 петель, я вам тут сейчас наговорю. Вот получилось у меня примерно, мне нужно 130 петель набрать, чтобы начать вязать джемпер. Регланная линия составляет 3 лицевые петли. Прибавки я делала из протяжек между петлями до и после петель регланной линии. Каждая регланная линия 3 лицевые петельки. Вот регланные линии, их 4, спинка, перед и рукава. На спинке 38 петель, рукава по 16 петель и перед 48 петель. Нам важно, чтобы перед был больше, чем спинка, на 10 петель, потому что мы начинаем вязать росток по спинке, и постепенно мы прибавляем эти 10 петель. И у нас к концу вывязывания ростка получается на спинке 48 петель и на переде будет 48 петель. Итак, вот росток по спинке. Средние 14 петель оставляем нетронутые и начинаем вывязывать росток. Я здесь обозначила цифры, это количество петель прибавляемых. Вот 14 петель у нас, прибавляем к ним 6 петель, вяжем, 6 петель отсчитываем, разворачиваемся и идем
Дальше проходим эти 14 петель и 6 петель с этой стороны. Разворачиваемся и идем назад. Прибавляем еще 6 петель. Разворачиваемся, идем назад, прибавляем 6 петель с этой стороны. Снова разворачиваемся, идем назад, и здесь у нас уже регланная линия. Здесь уже делаем прибавки и прибавляем еще 5 петель рукава. Далее снова разворачиваемся. Идем. Следующая регланная линия. Также делаем прибавки, 5 петель уже следующего рукава. И так далее. Мы провязываем поочередно все этапы, все эти петельки. И довязываем до регланных линий по переду. Вот, спинку мы вывязали росток. Вот росток у меня вот какой получился, довольно большой, очень удобно для меня, ну, в общем, какой мне и надо было. И после того, как я вывязала росток по спинке, я начала вязать узор на рукаве. Я сразу побоялась его вязать, чтобы он... Мне надо было, чтобы он получился по центру. В общем, сразу как-то я это вот не рассчитала. И я решила, что я свяжу сначала росток по спинке, а потом начну узор. Ничего страшного не будет. И действительно, ничего страшного. Сделала росток по спинке, вывязала. Мне нужно было вывязать росток по переду, чтобы перед не был вот таким вот квадратным, прямым. Мне тоже нужно было здесь сделать вот такую вот, вывязать вот такой окат горловины. И точно так же, как мы вязали по спинке укороченными рядами, точно так же по переду мы. Вот 10 петель мы оставляем нетронутыми, и далее мы просто идем, вот у меня количество петель, прибавляем их к ростку. У меня вот показано с каждой стороны. Когда уже у нас вывяжется весь росток по переду, мы замыкаем уже в круг и начинаем вязать по кругу. Вот. После вывязывания ростка по переду я провязала один круговой ряд, и уже в следующем круговом ряду я начала вывязывать узор с ананасами. Ну, вот так, наверное, будет понятнее. Я же все-таки вязала вот так. Да? Я начала уже вязать этот узор. Узор с ананасами я начала вязать одновременно, эти узоры также и по спинке. Когда я уже вот это провязала, я увидела, что здесь надо было все-таки один ананасик по спинке начать вязать один ананас. Вот, я просто не вязала еще регланы сверху сложными узорами, решила не рисковать. Ну, получилось то, что получилось. Меня на данном этапе все устраивает. Когда я провязала полностью уже регланные линии, я поняла, что мне достаточно. Я петли рукава перенесла на брусовую нить, оставила их и начала вязать уже тело самой кофточки. Я не знаю, как правильно, мне не нравится тушка, уж вообще никак не нравится, тело мне тоже не нравится, я не знаю, как это правильно назвать. В общем, я начала, вот уже продолжила вязать саму кофточку. Так, что вот хочу сказать, про подрезы скажу, я вам коротко про подрезы расскажу. Когда я уже убрала рукава и пошла по кругу вязать, я добавила 11 петель под каждым рукавом, чтобы у нас рукав не был вот тут вот скукоженный, вот под мышками. Если сразу его начать вот здесь вот, будет некрасиво. А так для свободного облегания, для красивого. Вот 11 петель я набрала, и затем эти петли убавила в каждом втором круговом ряду. Вот они, убавочки идут. Вот я как вот вязала, вот я их убавляла. И вот центральную петельку я оставила
для имитации бокового шва, для того, чтобы удобно было ориентироваться. Когда убавились эти 11 петель, 10 вернее петель, это 11 петелька, уже осталось вязаться изнаночной петлей. Вот так я ее продолжала вязать изнаночной. И когда я провязала 4 раппорта, вот они, 1, 2, 3, 4, узором ананасы в высоту, я продолжила вязать узором, который вывязывался на рукаве. Он прекрасно расположился между каждыми ананасами. У меня все очень хорошо сошлось. Я имею в виду, что единственное, что здесь получилось по одной петельке по бокам, по 2 петли больше с каждой стороны, по одной петельке от изнаночной. И здесь тоже. В общем, ничего мне даже ничего не пришлось убавлять или прибавлять для того, чтобы вот расположить вот этот узор. Очень хорошо все сошлось. Так, ну и все, тут уже никаких проблем, вязала до конца. Закончила вязать я резинкой 1 на 1, 4 ряда резиночки я провязала. Эта пряжа совершенно не держит резинку, что мне и надо. Главное, чтобы низ не заворачивался. Можно провязать платочной вязкой, чтобы низ не заворачивался, узором рис, в общем, там уже как угодно. Так, это связано уже, тело было связано. Потом я отплела бросовую нить. Я забыла, наверное, сказать, что я на бросовую нить горловину набрала. Да, я забыла сказать вам это. Я отплела бросовую нить, собрала петельки на спицы круговые и точно так же провязала 4 ряда резинкой 1 на 1. Ничего не убавляла, никаких убавок не делала. И закрыла петли обычным способом поочередно, то лицевой, то изнаночной петлей. Ну и дальше я продолжила вязать рукава. У меня на рукавах было по 104 петли. Если вы не хотите длинные рукава, то смело закрывайте также 4 рядами резинки, и все, и топ будет готов. Но я рукава удлинила, вытащила бросовую нить, набрала петли и продолжила вязание. Сначала я подняла, у нас же тут было вот петли подреза, вот эти 11 петелек, я их подняла. Точно так же я их потом в каждом круговом ряду убавила. Дальше я делала убавки в каждом 4-м ряду, это хорошо видно, еще 10 раз. На спицах у меня осталось 76 петель на спицах, и дальше я уже вязала прямо до нужной мне длины и точно так же закрыла резинкой. И всего у меня от начала выреза горловины, вот не считая вот этих петель при вывязывании ростка, у меня получилось 10 раппортов этого узора. Все, запрятала хвостики, ну и все, и теперь я любуюсь, я радуюсь, я очень довольна и буду очень рада, если вам понравился мой пуловер или джемпер. Если это так, то ставьте лайки и пишите комментарии. Поделитесь нашим видео со своими друзьями. Я желаю вам здоровья, позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.